Привет, меня зовут Стас, я 8 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом. Сегодня мы поговорим о продажах в Инстаграме. Досмотрите это видео до конца, и я вам расскажу, как работают продажи товаров через Инстаграм, не только, кстати, товаров и услуг, да, но чаще товаров. Я расскажу, как это все правильно укомплектовать и платить с этого налоги, какие есть варианты, чтобы не платить налоги. В общем, будет мега интересно и полезно. Итак, продажи через Инстаграм. В Инсте, так же как и... Давайте так. В Украине, в Беларуси, Россию мы не берем, там этот мордор, с ним все понятно. В наших адекватных странах принято продавать в Инстаграме и не париться на тему налогов. Где Инстаграм и где налоги вообще? Где Инстаграм и регистрация какой-то там своей деятельности, компании или частного предпринимательства? Это окей в Польше, но до какого-то момента. Возникает важный вопрос, в какой момент я должен в Польше регистрировать какую-то деятельность. Есть две вещи. Первое. В Польше есть так называемая działalność nierejestrowana. Это возможность официально, легально получать какой-то первый доход, да, через ваши продажи в Инстаграме и при этом не регистрировать вообще ничего. Это называется нерегистрируемая деятельность, которую ты должен все равно зарегистрировать. Да, и в годовом финансовом отчете своего личного дохода показать, но это возможность не платить с этого налоги до 1500 оборота. 1500 злотых в месяц вы можете прокручивать обороты, не платя с этого налоги. Как вы понимаете, эту нерегистрируемую деятельность ты должен зарегистрировать, но ее все равно никто не регистрирует. Это маленькие обороты, но все равно это возможность, знаете, спать спокойно, потому что мне пишут люди, допустим, кто-то занимается бизнесом а-ля handmade, да, что-то создает руками и продает, человек не хочет париться с этими девальностями и со всем остальным, с этими ЧП, компаниями, собственниками, поэтому нормальный вариант. Возникает вопрос, окей, я хочу играть более серьезно, что дальше? Мой потенциальный доход, либо оборот может быть 3, 5, 10 тысяч, может быть 30 тысяч злотых в месяц. Да? Что мне порекомендуете сделать? Я советую открывать частное предпринимательство, ИП, либо оно же jednoosobowa działalność gospodarcza. Украинцам, напомню, можно открывать такую штуку сейчас всем, да, это не бывалые возможности для всех нас. У белорусов тоже есть классная фишка, это ПБХ, это Visa, Poland Business Harbor, которая позволяет тоже такую штуку открывать. И все остальные правила, которые работали до этого, они тоже остаются, то есть карта поляка, карта резидента, это студент до 26 лет, то есть и гражданство, да, логично, эти все вещи тоже остаются. Так вот, если ваш доход небольшой, если это пока такая начинающая история, то без проблем можно открыть частное предпринимательство. И здесь важный момент, если вы не знаете и не хотите разбираться с понятием дохода, расходы, вести книгу учета доходов и расходов, то просто вставайте на третью группу, называется «Податок эвиденцийный» или «Reach Out» в простонародье, где вы будете платить от оборота. И тут я вам сейчас сэкономлю просто неделю вашей жизни. Открываете себе частное предпринимательство в Польше, становитесь на третью группу, которая называется Reach Out, и вписываете себе продажи товаров через интернет. Продаете ваш товар под 3% налога от оборота. То есть, другими словами, вы заработали 100 злотых, со 100 злотых вы заплатите 3 злотых, то есть 3%. Круто? Круто. Лайк заслужил? Заслужил. Дальше, что делать, если хотите играть по-крупному, еще более крупно, если ваши доходы будут больше 200 тысяч злотых в год, да? Если вы хотите работать с ВАТом, то есть с НДС, если вы хотите какой-то товар, возможно, привезти сюда, возможно, заказать с Китая, да, и вы уже понимаете, что будете вести книгу доходов и расходов, то есть следующий такой уровень. Возможно, партнер у вас есть какой-то, который инвестиции сможет тоже привнести, или просто вы вместе сложились с капиталом и частного предпринимательства уже недостаточно. Здесь наша всеми любимая и уважаемая спілка ЗОО, то есть компания, юридическое лицо, пожалуйста, открывайте и начинайте работать через него. О том, что лучше открыть юридическое лицо либо ЧП, мы говорили в этом видео, обязательно посмотрите его, очень полезно. В целом про налоги для ИП тоже здесь будет видео, тоже его посмотрите. В общем-то, если подразумевать, то так.
1500 злотых в месяц можно делать в рамках діяльності не реєстрованной, да, то есть можно продавать на 1500 злотых в месяц, по сути не регистрируя ничего и в целом спать спокойно. То, что у меня есть люди, которые там такие суммы прокручивали и в принципе ничего не регали, ну это их проблемы, да. Мы же с вами адекватные ребята. Второе. Если хотите на следующий уровень, открываете ЧП, идете на третью форму, платите 3% от оборота. Мы, кстати, можем помочь вам открыть частное предпринимательство в Польше. Контакты снизу мои. И третье. Хотите играть более крупно, работать с НДСом. Вы знаете, скорее всего, что это, знаете, что такое номер ЭОРИ и все остальное. Пожалуйста, открывайте компанию. То есть вот в таком бы примерно алгоритме действий я бы двигался. Есть много еще там хитросплетений, можно открыть и то, там платить налоги и ВАТ, а там не становиться ватовцем и оптимизироваться, но это тема другого видео. Напишите, если вам интересно узнать про легальные способы оптимизации. Что я так показал? Как будто легальные, а значит нелегальные. Хочется еще добавить историю про защиту прав потребителей. Если у нас в Украине чисто технически человек может тебе морочить голову, и ты можешь сказать ему, да, типа, гуляй, Вася, да, и все, и просто его заблокировать, то здесь в Польше за этим очень сильно следят. И даже если у тебя діяльність не реєстрована, то ты все равно должен соблюдать все нормативы и все законы. То есть 14 дней возврата без причины, да, то есть человек может даже не указывать причину. Некоторые дают там 100 дней возврата. И так далее. Да? Если мы говорим за сайт, то то же самое. Желательно иметь какую-то политику обработки данных человека, рода и вот эти вот все вещи. Опять же, у нас в Украине на это все там забивают, и продавец, и покупатель. Никто на это не обращает внимания. Да? Был такой кейс, человек продал бэушную машину, в ней что-то сломалось, и покупатель в рамках защиты прав потребителей и всей остальной истории пытался ему обратно вернуть эту машину поломанную, ну и, собственно, вернуть деньги. Там сейчас происходит суд и все остальное, да, и все вытекающие, но в целом, ну, даже так может быть. То есть ты можешь купить бэушную машину, если тебя обманули реально, да, что с ней что-то не так, то ты по закону можешь ее вернуть и попросить деньги обратно. Теперь давайте обсудим про сами продажи. Часто на консультациях клиенты спрашивают, а что там по продажам, а как выглядят продажи, как выглядит вообще структура трафика в Фейсбуке, в Инсте, а где лучше покупает, ФБ или Инста. Вот немножко о таких вещах. В целом, диджитал рынок отстает где-то на лет 5 по сравнению с Украиной. Да. Соответственно, все инструменты, которые вы использовали в Украине, там, в Беларуси 5 лет назад, вот они сейчас пока только здесь начинают работать. И это круто, потому что сейчас 2022 год, мы записываем это видео в августе, и ну, у нас очень сильно пошло это вперед, да, поэтому понятие конверсии, понятие ленды, оно здесь есть, но они вот только сейчас к этому всему приходят. Здесь даже инфобизнес еще не так сильно развит, если что. И я вижу кучу предпринимателей наших, уже украинских, которые делают инфобизнес здесь на польском рынке уже с польскими лекторами, что, ну, вообще, как по мне, пушка-петарда. Соответственно, конкуренция здесь не очень большая. Да, если мы говорим если исключить рынок банковских услуг, всего, что связано с машинами и, пожалуй, всего, что связано с одеждой и с косметикой. То есть вот на эти сферы конкуренция большая, потому что здесь есть корпорации, одежду продает там Zara, H&M, Zalando и все остальные. Технику, я бы еще вот пятое включил бы технику, да. Технику продают Медиамаркт и там другие тоже сети. То есть там очень сложно туда залезть и очень сложно кому-то продать условно iPhone, цена на который по рынку плюс-минус ровная. В остальных сферах конкуренции намного меньше, чем в наших странах, и, собственно, с этим можно работать, можно делать ленды. Вопрос, что заходит, на самом деле надо тестировать, да, но заходит все. Если вы сделаете классный лендинг, то без проблем это будет работать. Можно тестить и гнать трафик на Instagram сразу, и даже закрывать на личные сообщения, это тоже работает. Здесь в Польше единственное, что не любят долгие разговоры по телефону.
Да, то есть если можно решить что-то, забукать в онлайне, если можно решить это текстом, то они будут нудно и долго могут с вами переписываться текстом или даже e-mail, то есть для них нормально попереписываться по e-mail, чем типа как у нас взять, сразу позвонить, здравствуйте, заказывали товар, подтвердите, подтвердил, ты ему еще обсыльнул, да, что-то, и как бы человек доволен. Здесь немножко это все дольше и, скажем так, нудноватее. Вот. По CPM, если кто в теме, по CPM, по CPL, да, и всем остальным вещам, если говорить за товарный бизнес, то плюс-минус то же самое, что, допустим, в Украине, да, потому что я цифры знаю, наши украинских реалий. При этом, делая трафик здесь и имея здесь компанию, ты можешь платить на 23% меньше, на 20% меньше, потому что Facebook выставляет инвойсы с НДС, и в Украине сейчас уже в том числе с НДС. Соответственно, если у тебя здесь компания с НДС, то ты можешь как бы списывать эту историю на расходы, включая НДС, что, как по мне, тоже круто. Поэтому, если подрезюмировать, выбирайте себе правильно форму собственности, либо не делаете ее сначала, либо делаете там сразу ЧП или компанию. Запускайте также самый трафик по таким же реалиям, как у нас там в Украине, в Беларуси, но при этом с меньшей конкуренцией, да, и при этом с возможностью возвращать НДС, который вы потратили на закупку этого трафика, на закупку рекламы. И что, спите спокойно и зарабатывайте деньги в Европе. А дальше вы ходите на маркетплейсы, на Allegro, на eBay и на Amazon. Если вам интересно узнать про маркетплейсы, про выход на них, тоже пишите под видео. На этом все. Ставьте лайки. Если вам нужна какая-то помощь, консультация, либо регистрация компании или ЧП, обращайтесь к нам. Контакты под видео. Пока.